Делаем тесто. Для этого 120 грамм ледяного масла я беру прямо из морозилки, трем на терке в глубокую посуду, где будем замешивать тесто. 200 грамм муки просеять в холодное масло. Положить 2 желтка. Всыпать пакетик ванилина. Всыпать щепотку соли. Руками быстро замесить тесто. Тесто вымешивать долго нельзя, достаточно просто объединить ингредиенты в единую массу. Делайте все очень быстро, чтобы масло не растаяло окончательно и тесто не превратилось в клейкий ком. Показатель готовности — отсутствие сухой муки. Собирайте тесто в комок. В руках долго не держите, сильно не грейте, чтобы масло не потаяло. Тесто сразу очень быстро равномерно распределяйте по форме для запекания. Сделайте бортик у теста. После того, как распределите тесто по форме, сразу уберите его в холодильник и приступите к созданию начинки. Для крема в кастрюле с толстым дном налейте 160 мл молока, положите 50 грамм сахара, 15 грамм кукурузного крахмала и разбейте 2 куриных яйца. Все хорошо перемешайте, поставьте на средний огонь и уварите до кремообразной массы. Крем должен быть густой. Для приготовления начинки из вишни нужно засыпать вишню сахаром. Я кладу вот на такое количество примерно 100 грамм, но вообще кладите по вкусу. На самом деле количество сахара будет отображать ваш личный вкус. Хотите кислее, кладите меньше. Вот, потому что в итоге мы загустим все это крахмалом, и сколько бы там у вас ни было сахара, хоть вообще отсутствует, крахмал все равно даст густоту необходимую, и у вас все получится отлично. Вот я засыпала с сахаром, сейчас оно постоит, потом я поставлю на маленький огонь, такой на средний, ягоды потеплеют, потом чуть-чуть добавлю огонька и буду варить на медленном огне, пока сахар весь не растворится. Под конец добавлю крахмала, где-то ложку сюда, столовую. Все, и довести до кипения, проварить 1 минуту буквально. Там больше не нужно, это даст время, чтобы крахмал сработал. Все, ему нужно минуточку покипеть. Все, варенье станет абсолютно прозрачным. Вот такая вот начинка. Я ее делаю абсолютно из разных ягод. Замороженных и свежих по одному типу. Она подходит для любых пирогов, тортов, для оформления пирожных и вообще всего чего угодно, десертов. Все, вот такая заготовка получилась, абсолютно прозрачная, в меру густенькая. Сейчас она еще постоит, еще чуть-чуть загустеет. Выньте форму с тестом из холодильника и разложите начинку. Я пекла двусторонний пирог. Одна сторона с вишней, другая с лимоном. Начинки не кладите много, если хотите кушать пирог горячим, только что из печки. В горячем виде крем не будет очень хорошо держать форму. Кладите его умеренное количество. Будет очень вкусно. Если предполагается пирог есть в остывшем виде, то начинка загустеет и будет держать форму хорошо. Экспериментируйте с начинкой. Такой пирог я делаю с разными ягодами, с клубникой, с морковью. Выпекать при 200 градусов 40 минут.